Здравствуйте, друзья! Сегодня мы поговорим о звуковой карте Creative Sound Blaster X3 на новом чипе Super X-Fi. Я являюсь специалистом по звуковым технологиям, также я являюсь профессиональным разработчиком, поэтому я могу вам лучше пояснить некоторые нюансы и разъяснить некоторые технические моменты, связанные с этой новой картой. Давайте вместе разбираться. Звуковая карта Creative Sound Blaster X3. Она основана на новейшем чипе Super X-Fi. Почему она получила такое название? Все предыдущие карты были основаны на чипе аппаратном Soundcore 3D, который был DSP, частью процессора X-Fi. Данный чип был разработан в 2011 году и ставился в основном во внутренние звуковые карты. Какие минусы были у старого чипа? Дело в том, что он требовал еще дополнительный USB-контроллер для встраивания в различные внешние USB-устройства. Также он потреблял достаточно много энергии. Новый чип Super X-Fi — это у нас система на чипе. То есть на одном чипе собрано сразу несколько кристаллов. Это у нас и встроенный USB-контроллер, и быстрая память. Также он в 5 раз быстрее, чем любой предыдущий чип аппаратный от Creative. И энергопотребление в 2 раза ниже. Зачем же нам нужна такая вычислительная мощность? Дело в том, что современные игры передают звуковой карте отрендеренный многоканальный звук, который звуковая карта должна уметь виртуализировать в наушнике. Это происходит за счет вычисления передаточных функций головы. Head Related Transfer Function. Давайте, чтобы понять, зачем это вообще нужно, перейдем к описанию, как же человек, имея всего лишь 2 уха, может спокойно распознавать направление. Давайте представим этого человечка. Вот у него правое ухо, левое ухо. И где-то находится источник звука. Звуковые волны доходят до левого уха и до правого уха с некоторого направления. Чем же отличается этот звук? А звук достаточно сильно отличается. Ну, во-первых, он отличается по времени приходу, он отличается по громкости. Но человечек у нас не просто состоит из 2 ух. У него еще имеется определенная форма ушей и определенная форма самой головы. То есть
у уха есть определенное внешнее и внутреннее строение, а также у человека имеется определенный профиль. Индивидуальный для каждого. Что происходит со звуком, когда он огибает вот эту вот часть головы и приходит в ушную раковину? Звук меняется. Это изменение можно описать амплитудно и фазовой частотной характеристикой. В левое ухо поступает какой-то вот такой сигнал, он более громкий, а в правое ухо поступает примерно такой же, но более тихий, а на высоких частотах форма такого сигнала также будет изменена. Она будет зависеть от формы ушей и от формы головы. Каким образом старые чипы делали виртуализацию? Брался набор вот этих вот функций для каждого направления, он будет разный. То есть по мере перемещения источника звука по панораме и по высоте будут меняться полностью вот эти вот функции. Все эти функции хранятся в таблице. В современных условиях, когда 3D-звук аппаратный у нас немножко сошел со сцены, в играх есть еще многоканальный звук. То есть слушатель, и для колонок рассчитывается звук для левого и правого каналов, для центрального канала, для боковых каналов, и для тыловых каналов. Все эти каналы поступают к звуковой карте. Далее процессор звуковой карты накладывает вот данные функции на расположение каждой колонки. И для слушателя звуковая картина формируется для двух ушей по информации из игр и фильмов. Что же нового предлагает нам процессор SuperXFi? Он предлагает нам персонализацию. То есть не просто передаточные функции, которые сделаны для некого среднего слушателя, но и для каждого человека в эти коэффициенты будет вноситься коррекция. У нас имеется приложение для смартфона, которое так и называется SuperXFi, и где пользователь может сфотографировать форму уха, форму своей головы, и эти данные будут использованы для загрузки персонального профиля в память чипа SuperXFi, и далее 3D-звук будет уже более качественным. Мы проводили сравнение, вы можете его посмотреть в ролике про карту AE9, и по нашему сравнению выходит, что на сегодняшний день технология SuperXFi, она превосходит по качеству все имеющиеся аппаратные и программные альтернативы. Приложение SuperXFi у нас бесплатное. Оно скачивается на любой телефон. В приложении имеется туториал, который нам по шагам рассказывает, что нужно сделать. Навести камеру на ухо и навести камеру на лицо. Важно, что приложение автоматически само распознает на фотографии ухо и формирует так называемый head mapping. Дальше это
будет привязана к персональному профилю и загружена в карту Xfi по протоколу Bluetooth. Стоит сказать, что протокол Bluetooth используется в карте Xfi только для калибровки вот этих передаточных функций и для управления картой. К карте нельзя подключить беспроводные наушники и нельзя подать со смартфона музыку. Bluetooth тут не для этого. Вот так вот выглядит приложение. Оно позволяет включать-выключать различные функции. Что важно, данное приложение является альтернативой приложению контрольной панели для ПК. И оно особенно удобно, когда карта будет подключена к игровым приставкам. Это у нас PlayStation 4 и Nintendo Switch. Где понятно, что нет никакой возможности для запуска контрольной панели внутри приставки. Для управления тут служит как приложение, так и кнопки аппаратные, которые включают-отключают у нас Super Xfi обработку. Также они позволяют включать и выключать аппаратный эквалайзер. Верхняя большая крутилка, удобная, цифровая, безупорная. Она позволяет регулировать уровень сигнала в колонках-наушниках и также позволяет регулировать уровень для подключенного микрофона. Стоит отметить, что, как и на всех картах Creative, хотя здесь есть отдельный вход для микрофона, вот этот выход для наушников является четырехконтактным, то есть он позволяет подключать геймерские гарнитуры. Самый первый продукт с технологией Super Xfi это был у нас SXFi Amp. Это достаточно интересный такой вот маленький ЦАП плюс наушниковый усилитель, который сделан в алюминиевом таком небольшом корпусе и в основном хорошо подходит для мобильных телефонов, планшетов. Вот самый первый продукт, хотя там такой же чип Xfi, он позволял только включать и выключать саму технологию Xfi, регулировать громкость и имел встроенный аппаратный эквалайзер. Тогда как вот эта вот новая карта Creative X3, она уже у нас имеет и 7.1 линейные выходы для подключения внешней активной акустики. Также она имеет оптический выход для вывода многоканального звука на ресивер. И мало того, что имеет все те же функции виртуализации и аппаратный эквалайзер, как и в этой карте, но еще и ничем более не уступает и внутренним картам для компьютера. Еще раз, значит, у нас есть игра или готовый многоканальный звук из фильма, и у пользователя карты X3 есть выбор. Он может отправить звук на 7.1 колонки. То есть вот у нас 7 колонок и сабвуфер. Также он может отправить сжатый в Dolby Digital на лету сигнал на AV ресивер. И далее у него там подключены качественные бытовые колонки. Или, самое интересное, это виртуальный звук в наушниках. То есть, таким образом, USB-карта Creative X3 у нас уже предлагает все то же самое, что и устанавливаемые дополнительные внутренние карты AE5, 7, 9. Давайте поговорим о начинке карты X3. Вот у нас такая плата внутри стоит. Здесь у нас микрофонный вход. Здесь выход на наушники. Здесь выходы аналоговые 7.1. Аналоговые выходы. Здесь у нас линейный вход.
Далее идет оптический SPDIF и USB-C служит у нас для ввода цифрового сигнала. Что интересного находится внутри этой карты? Вот так карта выглядит внутри. Такая печатная плата с элементами. И давайте посмотрим, на чем же она основана. Итак, в центре у нас идет крутилка громкости. Тут 3 кнопочки. Дальше у нас стоит чип ACP CS5345, который у нас является микрофонным предусилителем и оцифровщиком с регулировкой уровня входного. Он имеет у нас параметры 104 дБ динамический диапазон, минус 95 дБ, искажение плюс шум. Далее, здесь у нас стоит ЦАП АК-4458, 8-канальный, с параметрами 115 дБ динамический диапазон и минус 107 дБ коэффициент гармоник плюс шум. Довольно неплохой чип, но все же ЦАП у нас в данном продукте стоит попроще, чем топовые стереоцапы в картах в USB-карте G6 и во внутренних картах AE579. Наушниковый усилитель — это у нас старый знакомый Maxim Integrated 97220. В принципе, он хорошо себя зарекомендовал. На высокоумной нагрузке 600 Ом он выдает до 3 вольт напряжения, то есть все массовые модели он покрывает. В своей ценовой категории, а эта карта предлагается около $120 США, карта очень четко направлена на свою нишу и там чувствует себя прекрасно. Тем более, что она основана на Super X-Fi DSP, в котором вот эти функции очень хорошо сделаны по аппаратной обработке, и таких функций, естественно, ни у каких конкурентов нет. Также, в отличие от более аудиофильских карт, X3 у нас можно подключать к Sony PlayStation 4 и консоли Nintendo Switch. Я провел собственные измерения линейного выхода и наушникового выхода этой карты. У меня получилось более 110 дБ динамический диапазон, также очень низкие искажения. То есть это 0,3%. Карта достаточно добротно сделана. Если мы посмотрим на данные по искажениям, то мы не увидим большого леса из гармоник высокого порядка. То есть звук у карты достаточно чистый. Стоит учесть, что у карты X3 реализованы только режимы 48, 96, 192 кГц. Режимов кратных 44, их в карте нет. Перед тем, как перейти к играм, я хочу еще раз подчеркнуть, что я лично проверил, что такие дубовые наушники, как Birdynamic 990 Pro, с очень низкой чувствительностью в 90 с небольшим дБ и импедансом 250 Ом, прекрасно усилитель карты вытягивает, он проблем с громкостью не имеет. Можно подключать любые массовые модели, даже вот такие требовательные. Что касается игр, очень удобно сделана технология X-Fi, может включаться и отключаться одной кнопкой. В каких играх лучше всего проявляет себя технология Super X-Fi? Конечно, это атмосферные игры, где много постановочных сцен на движке игры, где много источников звука имеется. В конце этого видео я бы хотел еще раз подчеркнуть, что для двухканальных источников звука, таких как музыка или игры, где отсутствует многоканальный звук, технология виртуализации
не всем подходит. То есть есть часть слушателей, кто не очень привык к звуку наушников, и ему доставляет дискомфорт ощущение звука внутри головы. Но, например, для меня, я уже слушаю звук в наушниках около 40 лет подряд, для меня не составляет такой проблемы, чтобы послушать в режиме Директ, без всяческих обработок. Для меня такой вариант более предпочтительный. По этой причине я не рекомендую всем и каждому прослушивать музыку именно с включенной технологией X-Fi. Я считаю, что это уже личное дело каждого. Все-таки наибольший эффект от технологии X-Fi у нас возникает при ее включении в многоканальных источниках звука, то есть это игры и это фильмы. Я предлагаю вам самостоятельно послушать, как работает эта технология, и сделать собственные выводы. На этом я с вами прощаюсь. Спасибо за внимание и до новых встреч. Estaré aquí toda la noche. ¡Hey! ¡Cuidado, niños! Nos vemos luego. Estaré aquí toda la noche. ¡Hey! ¡Cuidado, niños!